Олег Анатольевич, вы многих людей знаете лично. Вот можете объяснить, к чему готовиться, что это за такие побеги, на которые обращают внимание, в том числе и Зеленский, выступая с призывом «вернись обратно». Вот что это, кто эти люди, что происходит? Пожалуйста. Я хочу сказать, что для того, чтобы понять, что ситуация реально закачалась, надо следить за поведением таких просто вот мастодонтов, динозавров украинской политики Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Эти люди сейчас находятся в оппозиции к власти, но сидят тихо. Вот когда они начнут критиковать Зеленского, они сидят и отслеживают этот момент. Они ищут и ждут. Ловят носом воздух. Знаете, на Украине есть такой... Власть меняется часто. Каждый президент приходит, и у него создается иллюзия, что он пришел навсегда. Каждый допускает одни и те же ошибки. Каждый, столкнувшись с противодействием и протестами, начинает закручивать гайки и не учитывая тот момент, когда срывается резьба. Это происходит каждый раз неожиданно. Власть меняется неожиданно, власть меняется часто на Украине. Чиновники к этому привыкли, политики, чиновники. И поэтому все смотрят на ситуацию, а когда же произойдет тот самый момент, когда власть начнет качаться. Смотрят друг на друга, смотрят на Соединенные Штаты, на Великобританию, на политическую ситуацию, на курс гривны, смотрят друг на друга, а кто же как устраивается. Ведь выстроить отношения со следующей властью, с теми, кто придет на смену этой, заранее, это очень важно. Значит, надо понять, кто придет и когда. И причем надо оказывать услуги той власти, которая придет в замену этой, уже сейчас, для того, чтобы сложились хорошие доверительные отношения. И потом, дай бог, остаться в этом же кресле, а то может и передвинуться на какое-нибудь более сладкое место. В политике вообще мало на кого можно опереться. Все ждут, когда можно... Все ждут момента, когда можно вцепиться в Зеленского. Хорошо, Олег Анатольевич. Все с большой надеждой смотрели на ситуацию, когда пришел Трамп. Если вы помните, были заявления, Юлия Тимошенко выступала в парламенте, Петр Порошенко. Все думали, вот-вот, поехали в Соединенные Штаты, встретились там, провели встречи. Думали, сейчас Трамп придет, порядок наведет. Сейчас будут санкции, сейчас будут даны оценки, сейчас будут начаты уголовные дела. Но Трамп решил сначала подписать сделку по ресурсам. Подписал сделку. Хорошо, потом Трамп решил помочь России и Украине сделать прямую встречу, начать прямые переговоры. Начались переговоры. Но думают, ну вот сейчас Зеленский упрется, и Трамп вывалит заготовленные против него санкции, против его окружения. Это то, что я сказал. Зеленского сейчас поддерживает ближайшая группа. Вот они и силовики. Остальные все как шакалы, как волки ждут, когда в него можно вцепиться. А тут Иран с Израилем. Трамп отвлекся. И сейчас вот смотрят на Украине с надеждой, что опять Трамп вернется к украинской теме, начнет заниматься и, наконец-то, начнет кошмарить Зеленского. И тогда уж, поверьте, все вот эти товарищи, азовцы, олигархи, чиновники, даже многие чиновники из администрации Зеленского уже выстраивают отношения, уже связываются. Если взять, кто сейчас из политических элит поддерживает Зеленского, то окажется совершенно небольшое количество. Ну, вот этот клан Пинчука, Кучмы, потому что они связаны с демократами, очень прочно связаны, и им нужна война, они выполняют их функцию, и все. Ахметов против, все остальные против, потому что все понимают, что с каждым, как шагреневая кожа, уменьшается та часть Украины, которую они контролируют, которую они эксплуатируют, и чем быстрее закончится война, тем быстрее все, в общем-то, лучше зафиксировать ситуацию. Никаких надежд, что люди соберутся, выйдут на улицы и снесут киевскую власть, нет. Рассчитывать на это глупо. Но то, что политическая ситуация внутри Украины меняется, это факт. Те события, которые раньше не могли произойти, просто по определению, вот сейчас проходят. Да, это никаким образом не свергнет Зеленского. И даже, возможно, даже не напугает. Но это звоночек, это сигнал.
и надо на это реагировать. Ну и таким явлениям надо давать оценку, их надо подчеркивать, показывать. Стефанчук заявил, это глава парламента, что мы нарабатываем законопроект для проведения выборов после окончания военных действий. Для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы. Вот это что за мы сейчас поработаем над тем, над чем надо поработать, чтобы Зеленский было над чем и его работать. окружение сейчас сидят на пороховой бочке. Они ждут санкций от Трампа. Они понимают о том, что рейтинги у них хуже некуда. Вот то, что мы печатаются в СМИ, это ведь какие рейтинги? Какие вообще могут быть рейтинги в воюющей стране? Там все закрывают одну графу. 80% людей отказываются отвечать на вопросы, потому что боятся. А те, кто говорят, то все говорят в поддержку власти. Отсюда такие цифры. Реальные рейтинги Зеленского просто катастрофичны. Он не может выиграть выборы. Он сидит в ожидании санкций. Он видит, что все против него и только ждут, когда в него вцепиться. Поэтому вот такая вот ситуация. И в этой ситуации они все равно пытаются принять такой закон, на котором можно выиграть, когда тебя не поддерживают. Ведь послушайте, 10 миллионов человек сейчас с украинскими паспортами находятся на территории Российской Федерации. Эти люди будут голосовать за Зеленского. А ведь они по всем законам демократическим должны иметь право проголосовать. Нет, всем на это наплевать. Мировому сообществу на нарушение так называемых демократических выборов будет наплевать. Так же, как они наплевали на выборы в Молдавии. А вы говорите, Украина. Никто, во-первых, не даст голосовать, это понятно. Никаких участков избирательных здесь не будет. Это значит, что голосовать будет только Украина. А вот дальше к вопросу Андрея Михайловича. А они-то кого готовы выбрать? И будет ли альтернатива? Сейчас работает телемарафон. Сейчас работает одна кнопка, один экран, одна новость. Да, мы видели, это ужас, конечно. Это я попробовал смотреть 2 дня подряд, я чуть с ума не сошел к концу вторых суток. Альтернатива только Телеграм, да. И все больше населения уходит в Телеграм. Поэтому дай бог, чтобы Телеграм работал. И если будут Телеграм у нас каким-то образом там закрывать, блокировать, мне кажется, это очень негативно свяжется, скажется на коммуникации с оставшимися странами СНГ. Что касается настроения, поверьте мне, когда будут назначены выборы, когда для того, чтобы они были назначены, надо дать возможность выступать оппозиции. Сейчас оппозиции нет. Видите, у нас возьмите последние 2 выборов. За кого люди голосовали? Они что, голосовали за войну? Нет. Порошенко обещал закончить АТО за несколько дней. Обманул, сбрехал. Зеленский шел на лозунгах с миром против Порошенко, выиграл выборы. Они каждый раз обманывали. И Зеленский, и Порошенко, Зеленский понимает, что если хоть один человек сейчас публично на Украине будет выступать за мир, он наберет 80%. И поэтому сейчас нет ни одного политика не в тюрьме, который бы выступал за мир. По этой причине там все зачищено.